Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Это канал Энергия Таро. Сегодня хотела сделать для вас расклад. Наконец-то вы увидели мои руки. Хочу сделать для вас расклад, очень актуальный сейчас. Это будет ли вторая волна мобилизации, и если будет, то как она пройдет, когда она будет, и чем это грозит для России в целом. Для всех, кто меня смотрит, я сразу предупреждаю, что я нахожусь в Российской Федерации, и я родилась и живу всю жизнь в Российской Федерации, но я не за Россию и не за Украину. Я против войны и за мир во всем мире. Я против того, чтобы наши дети видели то, что сейчас происходит на Украине. И я соболезную всем и каждому, кто сейчас находится там, где происходят военные действия. Я буду делать расклад на колоде Deviant Moon, на колоде психологического характера, очень твердая и резко отвечающая на все вопросы. Это очень разговорчивая колода замечательного художника Патрика Валенса. Я очень люблю его карты. Они лучше всех разговаривают со мной. Итак, первый наш вопрос. Будет ли, хотя мы заранее уже знаем ответ, да, но в любом случае, будет ли вторая волна мобилизации в России? Вытянула 3 карты для более точного ответа на вопрос. Так, будет ли вторая волна мобилизации в России? Вторая волна мобилизации будет. Но карты здесь же отвечают на вопрос. Она пройдет спокойно. Не так, как она проходила до этого. То есть, если первая волна мобилизации была более чем принудительная, и людей отлавливали около метро или на улицах, приходили домой с повестками и отдавали повестки всем и каждому, то сейчас власти предусмотрели все эти ходы и выходы, и мобилизация будет более чем умеренно спокойна. И в основном завязываться мобилизация будет на том вопросе касаемо денег. То есть если человек, которому дали повестку, которому вручили повестку, он будет заинтересован в деньгах, для них это будет победа, потому что предлагать они в основном будут деньги. Деньги будут не такие большие, но чуть больше, чем в первую мобилизацию. То есть мобилизация будет проходить более-менее спокойно, и призывать будут в основном тех, кто соглашается на денежный контракт. Это уже немного радует. Один младший аркан, 2 старших аркана, но тем не менее выпала умеренность и паж пентаклей. Итак, второй вопрос, который мы зададим картам. Когда ожидать вторую волну мобилизации? Когда ожидать? Карта сама выпала. Сейчас посмотрим, что там. Буквально по 2 картам. Очень быстро, очень скоро. Колесница — это всегда прорыв, это всегда быстрое движение вверх, движение вперед. 2 месяца, 2 недели. 2 месяца — это максимум, прямо самый максимум. У меня такое ощущение есть, что вот оно уже зарождается. Прямо где-то в воздухе витает. Это 2 недели. 2-3 недели, вот так. Это достаточно быстрая, сплоченная такая операция, которую они уже подготовили, и все, я думаю, что об этом знают, то, что эта операция, она была уже готова в прошлом, позапрошлом году и так далее. Мобилизация это уже должна была быть. И первая мобилизация, слава богу, прошла, вторая мобилизация, 2 недели, 2 месяца максимум, очень быстро. Хочу задать вопрос картам. Как будет проходить эта мобилизация?
Насколько она будет принудительной? Будет ли она действительно принудительной? Ну, в первом раскладе нам карты ответили сразу, что она не будет такой принудительной, как в первый раз. Первая мобилизация была такая более шоковая для людей. Во-первых, они не ожидали, да. Во-вторых, она была более принудительного характера. Вторая мобилизация будет завязана в основном на деньгах. Для тех, кто согласится на деньги и пойти воевать за контракт. Итак, вопрос. Как будет происходить мобилизация? Принудительно, не принудительно? Как будет происходить? Карты прямо сами как-то сегодня перевернутая выпала. Сейчас посмотрим. Видите, тут опять выходит, да, все завязано на деньгах. Нет, мобилизация не будет принудительная, тут будет все завязано на деньгах. Они увеличат стоимость, сумму, которую будут давать солдатам. И очень многие согласятся, очень многие пойдут за этими деньгами, потому что многие остались без работы. Сейчас такое время еще не очень хорошее. И им не составит труда заставить молодых людей пойти воевать. Причем, заметьте, пойдут еще те молодые люди, которые когда-то участвовали в боевых действиях, которых ранили, которые вернулись, которых подлатали и которые пойдут туда снова. Будут предлагаться какие-то такие хорошие деньги, которых нет, да, возможно, в семье у человека, и он за них пойдет. То есть не будет прилагаться каких-то особых усилий для этого. Хочется спросить у карт. Карты, скажите. Это уже касаемо России. Будет ли какая-то война, какие-то военные действия Российской Федерации? Вот это очень хочется узнать. Здесь говорится немного не об этом. Здесь говорится о военных действиях, которые сейчас происходят в Украине, уже происходят там. И после военных действий состоится какое-то собрание, очень важное, где люди перепишут историю Российской Федерации. В каком плане? В том плане, что Иерофант, который сейчас возглавляет страну, он отойдет на второй план, и у нас будет другой правитель, то есть другой президент. Перепишется полностью Конституция, история. И Иерофант, который сейчас сидит на престоле, после военных действий. Карты показывают примерно 2 года. Еще военных действий, военных операций. Примерно 2 года. После военных действий наш президент уйдет на покой, я не знаю, будет свергнут или еще что-то, я не могу об этом говорить, но перепишется полностью история. В каком плане перепишется? Она поменяется, да, абсолютно в другую сторону. У нас будет новый правитель, новый Иерофант. И военные действия тут показываются на Украине, они прекратятся где-то в течение 2 лет. Хочу задать последний вопрос карты. Про тех солдат, про тех мужей, сыновей, братьев,
кто уже был мобилизован. И хочу уточнить, действительно ли нам говорят правду, да, по поводу того, сколько погибло на самом деле. Хочу понять, погибло до 50 тысяч людей, до 500 тысяч людей или более 500 тысяч людей на войне с Украиной. Прямо хотят меня сегодня, не слушаются. До 50, до 500, ну от 200 до 500, вот так, более 500. От 200 до 500 тысяч. Более 50 тысяч, более 500 тысяч. Карта смерти выпала на от 200 до 500 тысяч. Я бы очень хотела, чтобы в моих комментариях, я сегодня первый вечер вышла в эфир, и, возможно, вам что-то понравится, что-то не очень понравится, да? Я делаю личные расклады, я хотела бы, чтобы вы в комментариях указали, какие бы расклады вы хотели видеть на канале. На абсолютно разные темы. Я сейчас просто затронула более актуальную тему для всех. Все ждут мобилизации, когда же это наконец будет. И я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь, пожалуйста, на меня на канале. И удачи во всем. Пусть мобилизация не затронет ваши семьи. Всего вам доброго.